Почему мы храпим? Что можно сделать для устранения храпа? И как предотвратить его повторное появление? Обо всем этом вы узнаете из этого выпуска. В большинстве случаев храп становится следствием западания рыхлой части слизистых оболочек в области носоглотки. Медицина располагает целым рядом сомнительных средств и устройств для коррекции такого состояния. Но мы предлагаем вам прямо сейчас постараться напрячь мышцы, расположенные чуть выше области горла по направлению в сторону носа, то есть носоглотки. Когда вы поймете, о каких именно мышцах идет речь и сможете напрячь их, дыхание сразу станет более полным и свободным. Как тренировать их для избавления от храпа? Важно быть настроенным на борьбу. Она не потребует большого количества времени, но полученный результат сохранится на длительное время. Поэтому режим тренировок строго не регламентируется. Повторяйте эти упражнения, пока храп не исчезнет полностью. Если серьезных патологий и сильного искривления носовых перегородок нет, положительный результат будет получен обязательно. Как правильно выполнять эти упражнения? Важно понимать, что все следующие действия будут направлены на укрепление мышечного корсета носоглоточной зоны. Поэтому и воспринимать их следует как обычные тренировки, но с учетом необычной специфики. Итак, первое упражнение уже было описано. Напрягать мышцы носоглотки можно в любое время. Другие потребуют чуть больше внимания. Подставьте кулак под подбородок и начинайте ритмично надавливать на него попытками открыть рот, не напрягая намеренно затылок, до появления легкого чувства усталости. Затем возьмите деревянную палочку в рот и сильно сжимайте ее зубами на протяжении непродолжительного времени. Еще одно упражнение – это обычная зевота. В течение этого процесса обратите внимание на сокращение мышц в верхнем отделе гортани. Именно эта область издает характерные звуки во время сна. Скомбинировать все эффекты от перечисленных упражнений можно, надавливая языком на верхнюю часть неба. Простота выполнения этого упражнения в любых условиях обеспечит нужный лечебный эффект. Что можно сделать при храпе мужа или жены? В том случае, если человек спит на спине, можно слегка потревожить его, попросив перевернуться на бок. Но всю ночь делать это невозможно, поэтому требуются более радикальные способы борьбы. Например, положив дополнительную тонкую подушку под голову, можно уменьшить давление на мягкие дыхательные пути. Результатом станет ровное дыхание и спокойный сон. При этом положение тела и головы должно быть только на боку. Для облегчения нагрузки на внутренние органы всегда очень полезно иметь опору в виде мягкой подушки или небольшого одеяла для расположения свободной руки и ноги. А в другое время, не привлекая внимания окружающих людей, можно часто сокращать мышцы неба. Их слабость обычно и бывает связана с храпом. При постоянном выполнении этих упражнений можно значительно укрепить мышечные ткани верхнего неба и в результате избавиться от храпа. Как правильно выполнять уже их? Мышцы лица необходимо расслабить, внимание должно быть сосредоточено на мягком небе. Если возникнут трудности, сглотните, так вы сможете сразу понять, о какой именно зоне идет речь. В дальнейшем при любой возможности ритмично сокращайте эти мышцы, и вскоре вы почувствуете значимое улучшение. В дальнейшем все навыки сохранятся, новый тип дыхания даже во сне станет привычным. Для усиления эффекта следует придерживаться и других рекомендаций. В течение дня пить много чистой воды. Это будет способствовать разжижению выделений в области носоглотки. Провести генеральную уборку. Обычная комнатная пыль очень часто и бывает причиной аллергического храпа. В случае избытка жировых отложений в области шеи рекомендуется заняться избавлением от лишнего веса. При наличии привычки употреблять алкоголь, желательно полностью отказаться от него для более ровного дыхания. Увеличить потребление цитрусовых. Аскорбиновая кислота необходима для борьбы организма с вирусами, которые провоцируют образование слизи. Все это в сочетании с регулярным выполнением упражнений для укрепления мышц носоглотки вскоре приведет к желаемому результату и практически полному исчезновению храпа.